Добрый день, друзья! Сегодня у нас на обзоре новый автодом на базе Mercedes Sprinter. Этот Mercedes был произведен не в Европе, не в США, а в Бразилии. Я ни разу не видел до этого бразильских автодомов, поэтому посмотрю его с удовольствием вместе с вами. Значит, база Mercedes Sprinter. Производится Mercedes Sprinter в Аргентине, вернее, собираются только там. У них есть недостатки, они собираются в Аргентине неполноценно. У них нет ни автомата, ни полного привода, а также отсутствует часть помощников электронных. В Бразилии есть несколько компаний, которые собирают автодома. Это одна из них, называется Mototrailer. Существует с 1972 года. Этой машине всего лишь 4 месяца, она произведена в этом году. Идем знакомиться с владельцем и смотреть, как она устроена. Перед нами владелец автодома. Его зовут Юниор. Он с семьей путешествует вокруг света. Сейчас цели у нас совпадают. Они также едут до Аляски, как и мы. Сейчас он расскажет нам о своей машине. Это Mercedes Sprinter, 517 модель, 24 года выпуска. Его длина 7 метров 60. Сделан в Бразилии. Давайте посмотрим ее поближе и начнем с маркизы, которая отличается своей конструкцией от европейской. Это маркиза с электрическим приводом. При нажатии кнопки она опускается или собирается. Здесь я вижу различные люки. Давайте узнаем, что за ними скрывается. За первым люком обнаружился телевизор. Редкое явление, которое, тем не менее, им очень нравится. По вечерам они с удовольствием проводят время за просмотром бразильских сериалов, погружаясь в мир страстей, драм и запутанных сюжетов. А за следующей дверцей находится электрика автодома, бортовой компьютер, инвертор и тому подобное. А здесь находится управление гидравлической системой, которая предназначена для выравнивания автодома при неровных поверхностях и стабилизации. Это когда вы передвигаетесь внутри автодома, и он не качается. Вот такие 4 ножки выдвигаются. За следующим люком оказалась кухонная плита для готовки на свежем воздухе. Это настоящая находка в жаркие дни, когда не хочется, чтобы ароматы пищи заполнили внутреннее пространство автодома. Готовить на улице – это удобно и позволяет наслаждаться едой под открытым небом. Здесь расположен небольшой ящик для хранения вещей. А рядом основной багажник больших размеров. В нем с легкостью поместится мотобайк или несколько велосипедов, что делает путешествие еще более удобным и увлекательным. Здесь расположена труба-удлинитель для слива серой воды. Автодом выполнен по американской системе. В нем отсутствует кассета, и слив осуществляется напрямую. Такой выход предусмотрен с обеих сторон, что обеспечивает дополнительное удобство при использовании. Сзади автодома расположены 2 видеокамеры. Одна для наружного наблюдения, а другая для парковки. Кроме того, по обеим сторонам автодома установлены дополнительные камеры, которые позволяют владельцу следить за происходящим вокруг автомобиля в режиме реального времени через специальное приложение. Хозяева наклеили флажки стран, в которых они еще не были, но хотят побывать. В этом ящике хранятся предметы для ежедневного обслуживания автодома: кабеля, шланги для воды и канистра с топливом для внутреннего отопителя. А с этой стороны открыт доступ к большому багажнику. В этом люке расположено дублирующее управление гидравлической системой, отвечающей за стабилизацию автодома, о которой мы говорили в начале, а также механизм для управления выдвижным слайдером. А тут установлена бутыль с водой, соединенная шлангом с кухни, которая при помощи насоса поступает в питьевой кран. А здесь находится внешний душ, что позволяет обмыть обувь или принять душ после океана. В этом месте находится одна из 2 литиевых батарей по 280 ампер каждая, а также газовый баллон на 14 килограмм. Ввиду того, что энергоемкость автодома велика, при длительной стоянке батареи разряжаются довольно быстро, а необходимой мощности 2 солнечных панелей бывает недостаточно, особенно в пасмурную погоду. Поэтому при возможности они подключают автодом к внешнему источнику питания. В этом ящике находится зарядное устройство, которое отвечает за зарядку аккумулятора с помощью генератора.
Здесь находится второй литиевый аккумулятор, а также преобразователь электричества со 110 вольт на 220, так как в большинстве стран Латинской и Северной Америки используется напряжение 110 вольт. И здесь же установлен контроллер двух солнечных панелей. А это слайдер, о котором мы говорили. Он выдвигается на 60 сантиметров наружу, что создает значительное увеличение жилого пространства внутри. Управляется этот блок электрически из салона при нажатии кнопок. Вместе со слайдером сверху выдвигается тент, который защищает механизмы от попадания воды. В этой модели установлен 2-литровый дизельный мотор с мощностью 190 лошадей. И здесь установлена мануальная 6-скоростная коробка передач. Юниор поделился с нами историей о том, как начался процесс создания автодома. Они поехали на Мерседес и заказали шасси от Sprinter. Затем автомобиль доставили на фабрику, где приступили к изготовлению жилого блока. Теперь давайте пройдем внутрь и проведем обзор интерьера автодома. На входе установлена москитная сетка в виде двери. Автодом рассчитан на 6 спальных мест. В передней части Вальковен расположено 2 спальных места. Также здесь есть стол и сиденье, которые трансформируются в кровать, предоставляя еще 2 спальных места. В задней части находится основная кровать, предназначенная для 2 человек. Здесь установлена дверь, которая разделяет кабину водителя и жилой модуль. Одним из наших пожеланий при заказе автодома была установка этой двери, и это оказалось очень важным решением. Особенно она актуальна во время транспортировки на корабле, так как предотвращает доступ из кабины в жилую часть. Как известно, во время перевозки автомобилей на корабле нередко происходят кражи. Дверь закрывается на замок, выполненный из прочного материала, для обеспечения надежной защиты. В предыдущем выпуске мы рассказали о том, как установили перегородку в нашем автобусе с той же целью. После покупки они заменили двойное пассажирское сиденье на одно, а затем обшили оба сиденья кожей. Как я уже упоминал, в Южной Америке установлена 6-ступенчатая ручная коробка передач и мультисистема с небольшим экраном. В этом месте над входом установлен еще один телевизор, который удобно смотреть, сидя за столом. Как вы можете заметить, в Альковане расположены 2 окна, которые закрываются москитными сетками с затемнением, а также есть место для хранения небольших вещей. Для создания приватного пространства можно использовать складную дверцу. В автодоме для комфортного проживания установлен не только кондиционер, но и 2 потолочных вентилятора, которые помогают охлаждать воздух с использованием воды. Эти вентиляторы идеально подходят в тех случаях, когда энергии для основного кондиционера недостаточно, или ночью, так как работают довольно тихо. В воду для вентиляторов можно добавлять ароматические масла, чтобы наполнять помещение приятным запахом. Рядом с входной дверью расположен кухонный блок. У умывальника установлен кран с питьевой водой, подключенный к бутыли, который мы видели ранее. При нажатии кнопки вода начинает поступать. Внизу находятся ящики для кухонной утвари. Это газовая плита с 2 конфорками, под которой находится выдвижной столик, а под ним пару шуфлядок. Кроме того, здесь находятся 3 выдвижные полки для хранения. Под сиденьями располагаются дополнительные ящики. Над плитой установлена вытяжка. В одном из шкафов находится микроволновка. А здесь находится монитор, через который можно контролировать и управлять различными системами автодома. А также он показывает внешнюю и внутреннюю температуру воздуха. Сразу за кухней расположен большой двухкамерный холодильник. Чтобы двери не открывались во время движения, они фиксируются специальными замками. Эта дверь позволяет эффективно отделить гостиную зону от спальни. Если же закрыть вторую дверь, мы получим отдельное пространство, которое будет объединять душевую и туалет. Обратите внимание на конструкцию душа. Подогрев воды осуществляется с помощью встроенного обогревателя, который размещен за зеркалом в нише и работает на газу.
Это, на мой взгляд, очень удачное решение, позволяющее избежать использования электричества или дизельного отопителя, как в моем автодоме. Душевая кабина закрывается сдвижной дверью, а в потолке предусмотрен вентиляционный люк со встроенным вентилятором, обеспечивающим комфортную циркуляцию воздуха. А теперь давайте ознакомимся с туалетной комнатой. Эта комната отличается просторными размерами, и для ее обслуживания предусмотрен бак на 100 литров черной воды. В помещении также установлен электрический обогреватель, который выполняет функцию полотенцесушителя, обеспечивая дополнительный комфорт. А сейчас мы находимся в главной спальне. Здесь расположена большая двухместная кровать, а также телевизор, к которому подключены камеры внешнего наблюдения, позволяющие в режиме онлайн следить за обстановкой вокруг автодома. Над кроватью установлен второй вентилятор. В помещении имеются два окна, оснащенные затемнителями и москитными сетками. По периметру верхней части комнаты расположены шкафы, что добавляет практичности. Все выглядит комфортно и уютно. Внутри автодома по периметру расположены отверстия, через которые поступает теплый воздух от дизельного обогревателя. На крыше автодома расположены две солнечные панели по 150 Вт, а также там находится спутниковая антенна для приема интернета Starlink. А сейчас Юниор делится своими планами на путешествие. Как я уже упоминал, их цель — Аляска, где они планируют оказаться в августе следующего года. После этого они хотят вернуться в Мексику и отправить свой автодом на корабле домой. На все путешествие они запланировали 2 года. Интересно, что часть их маршрута совпадает с нашим. Наверняка мы пересечемся еще не раз. На этом я хотел бы поблагодарить Юниора за предоставленную возможность сделать обзор его автодома. Мне было очень интересно и надеюсь, что вам тоже понравилось. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.